Вобла – рыба из семейства карповых, в длину вырастает не более 30 сантиметров. Территория обитания воблы – это Каспийское море, в основном северная, южная и восточная части моря. Нерест воблы происходит в мае месяце. На этот период она уходит в крупные реки, которые впадают в Каспий, такие как Урал и Волга. Впервые в России воблу попробовали в XVI веке, во время падения Астраханского ханства, когда войска Ивана Грозного вышли и захватили берега Каспия, чьи воды богаты рыбными ресурсами. С тех пор началось быстрое освоение преимущественно северных берегов Каспия. А воблу стали добывать в очень больших количествах. Для процесса заготовки рыбы пригодились расположенные недалеко от Астрахани озера Баскунчак и Эльтон, знаменитые своими крупными запасами поваренной соли, которые определили выгодный и простой способ заготовки воблы – вяление. Благодаря особому климату и подходящим условиям здешних мест, рыба в Астраханской области провяливается довольно быстро. Для этого процесса хватает всего нескольких дней. Благодаря низкой цене при обработке, простоте вяления, легкости при хранении и транспортировке, данный вид рыбы быстро получил популярность во всех уголках России. Более того, при Советском Союзе вобла стала деликатесом наряду с икрой и сервелатом. К сожалению, в настоящее время популяция карповых в Астраханской области заметно сократилась, продавая готовый продукт в копченом виде или в жестяных банках. Сейчас, благодаря современным технологиям, воблу обрабатывают на специальных предприятиях, подавая готовый товар на рынке в виде консерв, филе, в упаковках и на развес. Технологии позволяют доставлять замороженную рыбу в пункты обработки в разные части страны. Для вяления подходит исключительно первосортная вобла. На первом этапе с рыбы удаляют слизь и несколько раз тщательно промывают под струей воды. На следующем этапе рыбу сортируют по партиям и размерам. Вобла не должна различаться по размере более чем на 2 см. Процесс следующий. В соляной раствор, занимающий треть посольной емкости, складывается промытая рыба, после чего все засыпают солью. После этого начинается процедура посола, а вещества, выделяемые рыбой в процессе посола, идут в расход для заготовки следующей партии. Рыбу массой до 200 грамм просаливают не менее чем 36 часов. Вобла весом около 500 грамм просаливается в течение 5 суток. При необходимости в середине процесса заготовки рыбу дополнительно солят. Процедура длится до тех пор, пока концентрация соли в рыбе не достигнет нужных 5%. Далее наступает процесс вяления. Воблу нанизывают на специальные прутки или шпагаты и промывают пресной водой для удаления излишков соли с поверхности рыбы. После этого продукцию отправляют на вяление. Раньше процесс вяления рыбы проходил на открытом воздухе, благодаря солнцу и ветру. Рыба развешивалась на специальные жерди и оставлялась вялиться до тех пор, пока ее соленость не достигала 11%, а влажность 45%. Весь процесс занимал до 2 недель. Сейчас рыбу вялят искусственным способом, который занимает не более чем 3-4 суток. Рыбу оставляют вялиться в специальных промышленных туннелях, в которых постоянно поддерживается жаркий сухой микроклимат, а воздух регулярно подогревается и циркулирует. Высыхание рыбы ускоряется благодаря высоким температурам, поэтому в теплое время года сушить рыбу лучше всего. Существует вероятность неполного уничтожения всех бактерий, если вялить воблу в холодное время года. Существует множество всевозможных вариантов приготовления данной рыбы, но наибольшую популярность получила именно вяленая вобла. Связано это с широким распространением рыбы, а также способностью на протяжении длительного времени сохранять свежесть и превосходные вкусовые качества. К главным преимуществам воблы перед другими видами рыб можно назвать ее вкусовые качества и икру. Вяленая икра воблы высоко ценится не только среди любителей пива, но и среди настоящих гурманов. Об этом говорит и тот факт, что она пользуется большим спросом как самостоятельный продукт, и ее даже отправляют на экспорт. Помимо всего прочего, вяленая вобла, как и другие морепродукты, в умеренных количествах идет на пользу здоровью. Она содержит в себе множество витаминов, хрома, железа и рыбьего жира.
Ее регулярное потребление помогает укрепить кости и является отличным профилактическим средством для сердечно-сосудистой системы. Есть несколько признаков, которые позволяют говорить о том, что рыба свежая. Во-первых, вобла должна быть лишь немного жесткой и упругой. Слишком твердая рыба свидетельствует о том, что она не первой свежести. Во-вторых, цвет чешуи не должен быть рыжеватым. В-третьих, на вобле не должны присутствовать следы соли. Это говорит о пересолености воблы. В-четвертых, у рыбы должна быть ровная и целая чешуя. В-пятых, ни при каких обстоятельствах от рыбы не должен исходить гниловатый запах. Пахнуть вяленая вобла должна морем или солью. Купить воблу можно на рынках или магазинах. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Напишите также в комментариях, пробовали ли вы настоящую астраханскую вяленую воблу. С уважением, Ренат.